Приветствую вас, братишки и сестренки. Хочу сказать спасибо Димону за то, что он замейнил Офелия для гайда. А мы давайте его отблагодарим нереально большим количеством лайков. Ну, хотя бы, не знаю, полсотни, я думаю, осилим. Я думаю, да. Ну и не забывайте подписываться на канал, потому что очень много смотрят видики без подписки. А еще большему количеству людей не приходят оповещения или же слишком поздно. Поэтому проверь колокольчик, стоит ли у тебя оповещение именно все. Да, там есть такая фиговинка и, ну, ты уже все увидишь. Скажу честно, я не особо ждал Офелия, когда он был на ПБЕ. Ну, думал, проходняк будет. Вышел, попробовал в тренировочный режим. Понял, что мне понравилось. Хороший дэмэдж, уникальная механика, достаточно интересная. Хоть его и замэнил, и играю на нем, но мне кажется, то, что Офелий станет Акали 2.0, в плане нерфов, но посмотрим, увидим. Даже сейчас, после последнего нерфа, Риота опять в своем репертуаре, мало того, что понерфили урон там, где не надо, так еще и сломали одну механику этого героя. Иногда могли замечать то, что у него не ставится тролль, то есть она просто ставится и ломается сразу, либо ставится и ломается при подходе вражеского героя, а вы просто тупо теряете ману и КД, и боеприпасы. Дальше у нас самонерки, предметы и руны, но я думаю, самонерки проходить не будем, потому что новый сезон ничего не изменил в этом плане. А вот именно итемизацию с рунами, что предпочитаешь сейчас брать? Чаще всего я беру наступление, потому что по плейстайлу Офелии напоминает Дрейвена, то есть получаешь левел 2, идешь all inits, особенно если у тебя саппорты такие как Трэш, Наутилус, Блицкранк. Тупо all-in. Но если у вас попалась вардилочка в саппортах, то лучше всего брать Завоеватель. Также Завоеватель очень хороший, когда вы играете против двух или более танков во вражеской команде. Дальше все стандартно: Триумф, Родословно Надхилл, Удар Милосердия, Халявный Ботинок и Печеньки. Атак Спид, Адаптивная Сила, ну и ХП. Армор и резист не думаю, потому что это не особо помогает. АДК сейчас ничего не спасает. Да, как говорил мне один знакомый лесник, а ваша задача на декере не наносить урон, а тупо выживать. Welcome to the Season 10. Вам мало того, что надо выживать на линии, выживать от лесника, выживать от Рома Мидера, вражеского, например, Касадина. Касадин есть, ума не надо. А также выживать после нерфов от Riot Games. Тут в точку. По поводу предметов. Первым, что мы будем всегда варить, это похититель сущности. Он дает там крит, АД и что очень важно, КДР и восстановление маны. Дальше берсы. Вот третьим итогом вам придется уже выбирать. Либо вы идете через Рунан и тупо фармите, либо вы идете сразу в грань бесконечности. Рунан надо выбрать в том случае, если вы играете в отставание или вы намереваетесь по большей части фармить, чтобы этот Рунан намного быстрее окупился. Если вы играете через грань бесконечности третьим итогом, то вам стоит мутить тимфайты по большей части всегда. И желательно всегда беречь огнемет. Не давать его в фарм, чтобы выдать максимальный ДПС с ульты. Дальше, после того, как выбрали, если выбрали граньку, грозовая, после грозовой фантом денсер, потому что под рунан уже не стоит, плюс он даст хоть какую-то выживаемость. И шестой слот по ситуации. Есть контроль, много контроля, ртутный ятаган. Нет контроля, дофига дэшеров, ассасинов, то гварды. Если АПшников дофига, но нет контроля, Малморитус. Вот все в этом плане. В редких случаях берется арбалет, если совсем вы не пробиваете танков. Вот и все в плане итемизации на Офелии. То есть у вас всегда должен быть 100% крит, 3 предмета именно АДшные на крит. Соответственно, шестой предмет уже по ситуации. Не, можно прокачку умений пройти, а потом как стоять на линии. Прокачка умений? Серьезно? Господи, там банальнее некуда. Не, ну а вдруг? Я, к примеру, не знаю, вот на Офелии не играл, а вот если возьму, хотя бы буду знать. Давай лучше прокачку. Там у него нет умений. У него нет умений. Нет умений. Умения автоматом качаются, ты качаешь тупо статы. Так как у Офелия нету прокачки умений, как я вот только что узнал, поведай нам тайну, как правильнее прокачивать эти статы. АД, Attack Speed, Armor Penetration. Легче некуда. Не знаю, Silver Gold должен понимать, что надо качать. Не-не-не. Они не должны качать Armor Penetration первым, когда у пацанов даже армора толком нету еще. А я бы качал. И в леталити шел. Понимаешь, там 18% Penetration всего лишь. 18%. Это 18%.
У Офелии необычная механика в плане скиллов, поэтому помоги нам реально разобраться, как нам фармить кемпы, как нам трейдиться, используя все эти умения. Грубо говоря, механику разобрать. Начнем, наверное, с того, что как стоять сначала линию. В начале вы калибриум, то есть винтовка дальнего боя, используется только для паука. И держится, по сути, до второго оружия. Первым оружием вы фармите севером, который вас отхиливает. Имеет low range. На втором левеле вы заходите с оружия северома, то есть оно дает вам МС, чтобы быстрее подойти к цели, ну, если вас саппорт притянул. И плюс накладывать метку с калибриума. К тому же, мини-фишечка. Когда вы делаете этот вихрь, вы можете нажать вешку, и вы выходите с этого вихря не с северума, а сразу со второго оружия. И вы сдаете метку, потом снова накладываете метку с кухаря, тем самым выдавая тонны ДПС и активируете руну решительного наступления. После получения гравитума он замедляется автоатак, но опять же гравит он немножко бесполезен в том, что он как такового дополнительного ДПС, как второстепенного оружия не дает. Он только лишь замедляет. Замедление там не особо большое. Единственное, в чем его плюс, это рут некоторых целей. То есть этот рут иногда можно применить в такие моменты, чтобы прервать некоторые вылетающие умения. Допустим, Лисин дал кухарь, а вы успели наложить перед этим гравитум. И когда он летит, вы сдаете кухарь, и он тупо останавливается и теряет максимум дамаги и комбу свою. Третье оружие, которое прокает на линии после гравитума, это огнемет. Огнемет это по сути ваше все. Это оружие очень хорошо бустит ваш ДПС, плюс у этого оружия очень интересная механика. Мало того, что он за крипов дамажит очень хорошо, но будьте осторожны, когда вы будете дамажить башню этим оружием, потому что будете дамажить также за башней, и башня вас будет бить. Но и также, когда вы, допустим, фокусите дальнего чемпиона, но перед вами еще один чемпион стоит, он тоже получит урон от огнемета. Плюс с огнемета также и рунан прокает очень сильно. И фармить прям одно удовольствие с огнемета. Дальше после огнемета идет кресцендум, такие сюрикенчики. Его желательно получить после калибриума. Эти сюрикенчики очень имбовые, если вы настакаете шакрамы. Шакрамы очень изи стакаются с северума и с огнеметика. Дальше еще такая механика с сюрикенчиками, это когда вы ставите пушки. Самая имбовая пушка для кресцендума это калибриум. То есть вы ставите эту пушку, и когда она автотачит, она помечает целями, этими метками. И вот по этим помеченным целям можно бить с любого рейнджа. То есть у меня было даже такое, то что я поставил катапультку на вражеский ред, бэкнулся, и там подошла пищечка-вардилочка Жанна с достаточно низким запасом хп, и я ее убил просто со своей базы с 2-3 автоатак. Плюс кресценду важно также понимать, оно от атак спида не зависит, оно зависит от расстояния. Чем ближе, тем лучше. Плюс скорость возвращения также зависит от крит удара. То есть вы настакали северума, или с огнемета скилла переключаетесь на кресцендум и выдаете максимальные тонны ДПС, из чего взрываете пукан на какой-нибудь раскачанный Ирели, которая типа, я пошла фармить ADC. По поводу ульты теперь поговорим. Сразу скажу, ульта с гравитома можно сразу отсечь. Это потеря ульты в никуда, по сути. Она применяется лишь только тогда, когда нужно помочь вашей команде кого-то догнать. Ульта северума тоже ситуативная. Это надо, если выхилиться. То есть, если попадаете по 2-3 целям, вы чуть ли не половину хп восстанавливаете лишь с одной ульты примененной. Весь основной ДПС именно с огнемета идет по ситуации с мини-шакрамом. Если калибриум, то это ульта чисто на паук и добивание. То есть запаукать какого-нибудь сквиша и добить ультой. Вот, в принципе, такая механика Офелии. Я, конечно, не все рассказал, там много таких подводных камней. Советую вам просто купить Офелию, зайти в тренировочный режим и все просто самому посмотреть, а не идти руинить нормалы. И ничего из этого не понять. Каждый скилл попробовать вообще въехать, как это все работает, а потом уже хотя бы понимать, что ты будешь нажимать и что оно тебе будет давать. Согласен, к тому же вы, естественно, проиграете нормал, вы заруините игру, на вас там пожалуются, повплыфлеймят, плюс вы испортите себе впечатление, как вот этого АДК. К тому же, учитывая его там банрейт, его еще трудно пикнуть при этом. То есть сходили в тренировочный режим, посмотрели, обучились и идете нагибать. Много видео моментов, когда Офелий за 2 секунды разваливает просто все.
как именно сделать бурст урона. Я просто реально не понимал, как это работает. Он выдавал какой-то веер перед собой, а потом просто как с пулемета там разваливал все остальное. Ну, смотрите, все зависит также от оружия, от ситуации. Допустим, если противники, когда он стоят вместе пятером, а у вас огнемет, ультуете, наносите максимум тонн ДПС, плюс идете тупо шмаляете автоатаками с огнемета, плюс еще имеете рунан, там тонна ДПС АОЕ будет. Если надо именно по сингл таргет вырезания, то есть если у вас второстепенное подходящее оружие, то есть какой-то огнемет, который можно АОЕ стакнуть мини-шакрамы, или севером, который просто стакает шакрамчики за вихрь, плюс примените ульту. Ульта дает 3 шакрама за цель, если там правильно написано, я правильно помню. Когда вот настакаете вот эти мини-шакрам, достаточно, на самом деле, 3-4, уже достаточно, и вы просто тупо идете в ближний бой, считаете, Лерой Дженкинс, и просто вырезаете 1-2 автоатаками цели. А с кайфами можно сейчас с одной автоатачки убить с настаканными шакрамами. Винтовка, по сути, это тупо на полк. Вот запомните, Кресцендум и огнемет — это максимальный дамаг по героям всегда. А Гравитум, Северум и Калибриум, там уже все идет ситуативно. Просто имеете оружие, вот меняется немного ваш плейстайл. Короче, ни хера не понял, но интересно, а? Вот есть такое. Как и за любого стрелка, у каждого есть своя задача по игре. Что делаешь, когда, к примеру, вы снесли вражеский ботвейн? Ну, если все хорошо, и у меня саппорт, который стремится в all-in, так сказать, я навязываю противнику агрессивную игру, всегда держу его давление, психологические атаки и моральном унижении. Плюс не забываю также играть по объектам. В основном даже именно имея только кресцендум. Вы уже должны понимать то, что у вас приоритет на объект, потому что с кресцендумом Офелий очень изи забирает вот эти объекты. Тупо ставят турельки, вставая вплотную и просто долбится вплотную, так сказать. И вам надо еще постараться, чтобы лесник тоже с вами играл, то есть он приходил на эти объекты или просто подстраховать вас в основном. В принципе, все. Такая игра Офелия, если вы вышли вперед. Это агрессивная ДК, по сути, у него плейстайл, как у Дрейвена, если сравнивать. То есть вы доминируете, все, вы навязываете агрессивный свой стиль игры и не даете выйти под тавера к противнику. Не забывая также еще отнимать у них лес, чтобы лесники горели и еще раз горели, и чтобы они по левелу не апались, потому что лес дисбаланс роль. С какими саппортами тебе лучше всего понравилось стоять линию и в общем игру играть? Больше всего мне понравилось именно с хукающими саппортами, то есть Трэш, Блицкранк, просто one love. Особенно вы будете прям, не знаю, истерично смеяться, катаясь по полу, когда Блицкранк тянет какого-нибудь сквиша в 2-3 турелька ваши в кустик, и чел просто там падает за одну автоатачку, если они еще критовые выходят. То есть, если вас дуо, выбирайте трэша, либо если человек не слишком скиллкапный, то Блицкранга. На Блицкранге намного легче, чем трэша. Как второй вариант, Наутилус и Леона. Но Леона тоже лучше всего хукающие именно персонажи. А вот такие, как Леона, которые притягиваются сами, Алистары, Вардилочки, если есть выбор, лучше их не брать в вашем дуо. Нет, это реально весело. Убийц тянет 3 турели. Особенно прикольно, когда ты бэкнулся, поставив 3 турели. Близ осталось на линии, тянется ДК, и он просто с турели там ваншотается. И ты такой на базе бываешь в цель. О, приятно. Халявная голда привалила. Фели очень смешной персонаж. Если ты будешь поигрывать или наигрывать этого чемпиона, то мы сделаем немного подробнее гайд, уделим внимание на то, что не получилось сейчас. На данный момент это сложно, потому что у него слишком много механик, и за раз разбирать это будет долго и нудно. Поэтому, если будешь продолжать дальше, то буду рад, если ты продолжишь, так сказать, обучать нас играть на этом герое. Я бы с радостью, но если мне герой сильно понравился, игра до тех пор, пока Риотус окончательно его не добьют до вообще неиграбельного состояния, как они сейчас делают с Акали. Да, Акали играется в Хаила, и я с этим согласен полностью, но учитывая, сколько у нее было возможностей до всех этих нерв, и какие возможности у нее сейчас, и ты это понимаешь, у тебя просто именно желание пропадает играть на этом герое. Не потому, что ты не умеешь или не думаешь, а именно желание попадает. Потому что ты осознаешь свои потерянные возможности, потому что этого героя незаслуженно понефили не в том плане, в котором он требуется. Как делает команда Riot, состоящая из 20 профессионалов с коллективным 200-летним опытом. Кстати, кушка Акали на ПБС стоит теперь 140 энергии. Это много?
У нее 200 энергии. Нормально. А пассивка останавливает плюс 10 энергии. С автоатак. Имба. Не говори. А еще ульта таргетная теперь. Первый прыжок.